Тор, огромный кобель немецкой овчарки, начал спать в снегу возле своей будки. После 3 часов наблюдения его хозяин решил выяснить причину. То, что он обнаружил внутри, было совершенно шокирующим. Андреас был ошеломлен, когда пес зарычал на него. Он вырастил Тора с крохотного щенка, и эти двое всегда были лучшими друзьями. Он снова подошел к будке, и пес отреагировал точно так же. Он встал между ним и конурой, тихо рыча, как бы предупреждая Андреаса не подходить ближе. Снег хрустел под ногами мужчины, когда он сделал шаг в сторону. В тот же момент Тор перестал рычать. «Что такое, мальчик?» – тихо спросил он. «Что у тебя там?» Тор вилял хвостом и опустил голову, затем подошел к Андреасу, чтобы тот почесал его. Андреас решил, что конфликт окончен, поэтому сделал шаг в сторону и снова направился к будке. Но Тор снова встал перед ним и принял угрожающую позу. Андреас понял, что лучше оставить пса, так как то, что было в будке, явно важно для Тора. Все началось летом предыдущего года. Андреас, увлекавшийся плотницким делом, построил великолепную конуру для Тора. У нее был навес и достаточно много места внутри, чтобы укрыть собаку от снега, который, как ожидал Андреас, начнет идти в начале декабря. Так оно и произошло. В первых числах декабря температура упала, и выпал первый снег. Тор инстинктивно понял, что сооружение, построенное Андреасом, предназначалось для него, и в считанные минуты превратил его в свою личную крепость. В тот вечер Андреас заглянул в щелку между шторами в своей спальне и увидел, что Тор лежал на крыльце своей будки, положив голову на передние лапы, как будто он был на страже. Уже около часа шел легкий снег, и Андреас решил еще раз проверить собаку. Тор все еще был на крыльце своей конуры. На улице стоял сильный мороз, но он не сдвинулся с места. Это было действительно странно. Следующим утром Андреас снова вышел к будке. Тор вскочил на ноги, когда увидел хозяина, но, когда Андреас попытался пройти ко входу в конуру, пес снова встал перед ним точно так же, как и вчера. Затем немецкая овчарка посмотрела на своего хозяина с мольбой, как будто говоря: «Пожалуйста, не пытайся снова». Как только Андреас сделал движение в сторону входа в будку, раздавалось тихое рычание. Собака пыталась не допустить Андреасу посмотреть внутрь конуры. Мужчина был озадачен. Он понятия не имел, что и думать о странном поведении Тора, но затем он придумал план. Он быстро пошел к двери на кухню. Оказавшись внутри, он взял стейк из холодильника и начал нарезать его на мелкие кусочки. Это было любимое лакомство Тора. Собака не сможет устоять перед миской мелконарезанного стейка, в этом Андреас был уверен. Единственная сложность заключалась в том, чтобы убедить Тора прийти на кухню. С миской в руке. Андреас вышел на улицу и подошел к будке. Как и раньше, Тор подпрыгнул, чтобы поприветствовать его. Андреас сел на корточки и поиграл с собакой, затем он достал миску из-за спины и дал Тору понюхать. Собака чуть не подпрыгнула от возбуждения, ничто не приводило ее в такой восторг, как кусочки свежего стейка. Но когда Андреас отошел с миской и позвал Тора, это выглядело подозрительно. Обычно он получал лакомство у своей будки, а теперь хозяин хотел, чтобы он пошел за ним на кухню. Тор был в замешательстве. Он оглянулся на будку и тихо заскулил, затем, видимо, решив, что все будет хорошо, он последовал за Андреасом на кухню. Собака вбежала вслед за хозяином и радостно прыгала, не сводя глаз с миски. Первая часть плана Андреаса была выполнена в совершенстве. Он поставил миску на пол в дальнем углу кухни и снова погладил собаку. Тор принялся за еду. Он не пытался съесть весь стейк сразу, как сделали бы большинство других собак. Вместо этого он, казалось, наслаждался каждым кусочком. А теперь настала пора для второй фазы его плана. Андреас медленно поднялся. Он шел спиной к двери, не спуская глаз с собаки. Тор не обращал на него никакого внимания. Мужчина вышел из кухни и закрыл за собой дверь. Вторая фаза была успешно выполнена. Он направился к конуре. Тор понял о хитрости, как только дверь кухни закрылась. Пес скреб дверь и жалобно скулил. Когда стало ясно, что Андреас игнорирует его, он побежал в гостиную. Там были большие окна, и Тор мог видеть оттуда свою будку. Он увидел, как Андреас идет к ней, и это расстроило его еще больше. Он залаял громче и подпрыгнул к окну. Андреас услышал шум внутри дома и обернулся. Там был Тор, сердито глядящий на него. Андреасу не понравилось, что ему пришлось заманить собаку в дом и запереть ее там.
Это казалось предательством по отношению к лучшему другу, как будто это как-то разрушит доверие, которое установилось между ними с тех пор, как Тор был щенком. Но ему просто необходимо было увидеть, что Тор охранял внутри своей будки. Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер, решил он и двинулся дальше к будке. Когда он добрался до конуры, Тор пришел в ярость. На несколько секунд Андреас был уверен, что Тор разобьет стекло и выскочит через окно гостиной. Гнев собаки, казалось, рос по мере приближения Андреаса ко входу в будку. Андреас опустился на колени и заглянул внутрь. Теперь он был совершенно беззащитен, потому что его голова и руки не могли одновременно пролезть через отверстие. Если кто-то внутри нападет на него, он будет совершенно беззащитен. Но любопытство взяло верх. Как только его глаза привыкли к темноте внутри, он пришел в шок. Внутри был енот. На мгновение Андреас растерялся. В обычной ситуации енот должен был бы просто сбежать, но этот стоял на своем точно так же, как Тор. Он что-то защищал. Затем Андреас увидел это. Сначала он заметил только одного детеныша енота, затем увидел остальных. В общем, он насчитал 6 малышей. Андреас сразу понял, что матери еноту нужно было безопасное место, чтобы родить, когда пошел ранний снег. И, будучи джентльменом, Тор пожертвовал своим домом ради нее, а затем стал охранять. Андреас не мог не улыбнуться, поняв, что Тор, верный и добрый пес, принес огромную жертву ради матери енота и ее детенышей. Он поделился своим пространством и стал их защитником, даже против своего хозяина. По мере того, как дни превращались в недели, Андреас решил создать уютное убежище для семьи енотов неподалеку. Он сделал удобное гнездо и позаботился о том, чтобы у них было безопасное место для проживания. Тор, понимая ситуацию, вернул себе свою конуру, но всегда бдительно следил за ними, всегда готовый поделиться убежищем. Так здорово видеть историю о доброте между животными. Вы когда-нибудь видели, как животные разных видов заботились друг о друге? Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.